Собираюсь доехать из Германии в Африку на тачке с пробегом 462 тысячи. Давайте-ка я вам лучше ее покажу. Начнется все с нашего города под названием Тетманг, расположенного в самой южной части Германии. Сначала мы переберемся через швейцарские Альпы в Италию, вплоть до Савоны, где прямо с автомобилем сядем на паром до Марокко, который довезет нас до Танжира. Кстати, паром этот плывет аж 2 суток, так что будет время расслабиться перед Жоговым. В Марокко нас ждут запутанные медины городов, древние крепости, пейзажи атласских гор, в деревнях которых дети впаривают туристам гашиш. После границы с Западной Сахарой начнется нищая арабская Африка. 900 километров плоской и безлюдной пустыни сменятся еще более плоской и нищей Мавританией. Это одна из немногих стран в мире, в которой вообще не растет лес. Да, восхитительные ожидаются пейзажи. После прохода самой жесткой и коррумпированной в мире границы между Мавританией и Сенегалом, наконец-то начнется черная франкоговорящая Африка. Но и тут мы окунемся в полную жесть. Колониальное прошлое, нищета, эбола, малярийный плазмодий в крови и пиздец. Гвинея-Бисау и Гвинея, спорящие о том, кто из них самый нищий. Нелегальная добыча алмазов, спонсирующая генералов Сьерра-Леоне. Либерия, страна, основанная рабами. Кот-д'Ивуар, на плантациях какао-бобов, в которые работают дети. Гана должна стать одной из самых интересных посещенных стран. Того и Бенин, где до сих пор практикуются ритуалы вуду. Там на местных рынках все еще можно купить засушенных летучих мышей и головы обезьян. Кстати, пишите в комменты, на кого наложить проклятие. Ну а потом будет отдельный квест по продаже тачки и отлету назад домой. Вот такой вот автомобиль мы приобрели. Это Seat Alhambra 2001 года выпуска, то есть 18 лет уже машине. Всего у нее было 2 владельца, я, следовательно, 3-й. Это испанская марка, малоизвестная на постсоветском пространстве, хотя в Европе она довольно распространенная. Внутри это, тем не менее, почти полностью немецкий автомобиль, потому что Seat уже очень давно принадлежит ВАГ. Сама Alhambra делит одну базу с Ford Galaxy и Volkswagen Charan. А начинка в ней почти полностью немецкая. Шильдик разве что Seat, а не Volkswagen. Так, под капотом у нас дизельный турбированный движок 1.9 на 110 лошадиных сил. Самое первое и главное, что я сделал, это я поменял здесь ремень ГРМ. Также поменял аккумулятор, потому что старый был уже совсем плох. Менял я, конечно же, масло и все фильтра. Куча я решил поменять топливный фильтр, потому что непонятно, какого качества топлива будет в Африке. Благо, доступ к нему прямо здесь, да и стоит он недорого. Так, вот это максимум ржавчины. Вот еще. Несерьезно. Ну и вот еще самые страшные очаги коррозии на 18-летнем автомобиле. Вот так должен выглядеть салон на пробегах от 400 тысяч. Руль довольно затертый. Ручки тут затертые, конечно, в усмерть. Совершенно простая комплектация. Даже электрорегулировки зеркал нет. То имеются электростеклоподъемники, которые, кстати, работают. Ручная коробка, 6-ступка. Радио самое простое. Эти подстаканники, они, которые даже работают. Бардачков здесь километр. Еще один по карману в каждой двери. А вот, кстати, как выглядит сервисная история у автомобиля в Германии. Человек хранил всю эту информацию по километражам. Например, здесь 320 тысяч. Ну и как вы думаете, сколько она мне стоила? Продавалась она за 1200. Сторговались мы на 1000. Плюс 376 евро на техобслуживание, плюс еще 427 ушло на регистрацию, страховку, налоги, номера.
Плюс еще около 200 для того, чтобы оформить ее на экспорт. Итого получилось 2000 евро за такой вот агрегат. В Африке она уйдет как минимум за эту сумму. Начну ее продавать 1000 за 3, а там посмотрим. Минивэн в классическом понимании — это просторная баржа на 5 посадочных мест и огромный багажник. Что же это у меня тут за херня лежит в багажнике, спросите вы? А лежит здесь кусок окейной полки Kallax, которая превратилась в подставку для решетки кровати. И на эту решетку кладется матрас, который, как и все перечисленное, я нашел совершенно бесплатно. Ну вот, так-то лучше. Возьмем воды с собой 30 литров. Помимо воды у нас имеется такая вот ниша. Также выдвижные ящики, которые шли в комплекте полки. Что оказалось очень даже кстати. Пространство между рядами, конечно, тоже занято ящиками, которые наполнятся нужными вещами. Доступ к нишам осуществляется следующим образом. Здесь у нас парочка свободных ниш. Раз, два. С другой стороны у нас прячется огнетушитель. Кстати, огнетушитель важно иметь в Африке, иначе начнутся проблемы с полицией, взяточничество и так далее. Здесь в самой большой нише у нас лежит вторая запаска. Всякие жижи, типа масла, тормозной жидкости на всякий случай. Трос, цепи противоскольжения, которые понадобятся в Марокканских горах. Лампочки. Здесь у нас само колесо, а вот это наш походный душ. Помимо стандартных прививок, которые вам и так следовало бы иметь, то есть корь, столбняк, дифтерия, коклюш, полиомиелит, гепатит А и Б, менингококковая инфекция, самое важное, чего действительно стоит привиться, это желтая лихорадка. Большая часть африканских стран требует подтверждения о вакцинации в виде желтой книжки с печатью. Из дополнительных я бы посоветовал сделать прививки от брюшного тифа и холеры, если вы собираетесь пить воду из-под крана. Что же о малярии? Есть такой препарат под названием Маларон, который я прикупил себе в двойном объеме. Существует много подобных антибиотиков, но именно этот советуют и путешественники на форумах, и немецкие врачи как самый эффективный. Ну а если вам не повезло оказаться в ситуации с температурой под 40 без Маларона, то просто жрите все подряд, любой антибиотик, который будет под рукой. Естественно, предварительно сходив к врачу. Помимо самого препарата, я прикупил еще экспресс-тест на малярию, позволяющий выявить ее на ранней стадии. Здесь важно уяснить вот что. В Западной Африке распространены 3 типа малярийного плазмодия – плазмодиум фальципарум, овали и вивакс. И большая часть экспресс-тестов, которые я смог найти, позволяют определить только первый. Как раз он является самым распространенным и опасным. Этот тип еще называют тропической малярией, симптомы которой развиваются за сутки, а появляются они через 10-15 дней после укуса комара, поэтому у вас будет возможность сделать тест заранее, после чего побежать, а не поползти к врачу или просто съесть Маларон. Для недоверчивых скажу, что точность тестов такая же или выше, чем при исследовании мазка крови в лаборатории. Если вы собрались защищаться от комаров только репеллентами, то вам бы понадобился их целый вагон. Ну и наносятся они только на открытые участки тела. А всю одежду, ее покрывающую, я в данный момент пропитываю инсектицидом перметрин. Пропитка из 2% эмульсии перметрина в воде крайне эффективно убивает садящихся на одежду комаров, которые даже не успеют понять, что к чему. Этим же составом обработаю машину изнутри. Из достоинств – высокая эффективность, безопасен для людей. И самое важное то, что он способен пережить много стирок подряд, не разлагаясь в атмосфере под солнечными лучами до 2,5 месяцев. Но крайне токсичен для водных животных. Кровать получилась 2 метра в длину, учитывая мой рост 1,8, получилось вообще идеально. В самой широкой части она 1,6, в ширину самая узкая получается здесь. Здесь у нас дополнительная полочка.
Ну, чтобы открыть окна, нужно либо их открыть здесь, либо откопать весла вот тут. А вот, кстати, как выглядит освещение в нашей машине. Ах да, чуть не забыл. Блин. Подписывайтесь, короче говоря. В следующий раз буду разыгрывать охуенные своей непревзойденности бейсболки и футболки. Блять, ту Африка. Поддержи канал, ёпта. Да. Неплохо я тут устроился. Хотя, честно говоря, даже не знаю, доеду я или нет. Блять, где я? Что это за место? Что за хуйня?